Вот такой ужин студента я сегодня сделал, который приготовляется за считанные минуты, менее чем за получаса, макароны с фаршем. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будем делать студенческий ужин. А именно я решил сделать макароны с фаршем. Делается сравнительно быстро, но результат обалденно вкусный. Если вы такое раньше не делали, посмотрите, может быть, я вам подкину идею. А если вы такое раньше делали, может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы. Тоже, может быть, подкину идею, попробовать сделать моим методом. А чтобы время терять, понятно, покажу все, что как я буду делать. Итак, в первую очередь я налил кастрюлю воды, засыпаю соль, немного масла. Растительное я пользуюсь постным маслом. Накрываю и отправляем на плитку вариться. Как закипит, мы туда опустим макароны наши и будут вариться по инструкции 6-8 минут. И тем временем я возьму одну луковицу, сейчас мы порежем. И пускай ждет своего времени. Здесь я взял мою любимую сковородку, нальем туда немного растительное масло, я пользуюсь постным маслом. Включаю газ, немножечко это разогреется. Так. И теперь мы сюда отправляем наш фарш. Я пользуюсь сегодня свиным фаршем, то, что у меня дома. Все добавляю на глаз, но если вам интересно, то здесь полкилограмма. Так. И нам надо немножко пережарить этот фарш. Сейчас этот брикетик поломаем. Это можно назвать ужин студента. Делается сравнительно быстро. И сравнительно дешево тоже, что макароны, лук только сюда пойдет. Соль. Ну, единственное, что фарш самый такой дорогой будет. Сейчас я сюда добавляю немного молотого перца. Из приправ больше всего мы добавлять ничего такого не будем, потому что там есть много приправ. Можете добавить по вкусу, если что вам надо. А я обратил внимание, что если совсем минимальное количество приправ, основная приправа, как перец только, этого достаточно. Потому что если вы добавляете много приправ, то это получится салат приправ, это можете испортить вкус блюду. Потому что, как вы видите, сам фарш еще отдает сюда жидкость тоже. То, что пускай это немножечко у нас испарится и она немножко начнет пережариваться. Так, на этом этапе сейчас немножечко подожду еще, чтобы вся влага испарилась, вся вода ушла. Знаете, сколько воды фарш выдает. Нам надо, чтобы эта излишняя вода вся испарилась. Итак, лишняя вода у нас почти что испарилась. Теперь на этом этапе добавляем сюда лук. И немного добавляю сливочного масла. А пока там все это жарится, не забываем помешивать. Мы быстренько порежем немножко укропа. Это последняя нарезка нам на сегодня. Укроп мы добавим в самую последнюю очередь к нашему блюду.
Так. Масло добавил, потому что макароны любят влагу, и иначе фарш будет сам по себе очень такой сухой, чего нам не надо. Так, и на этом этапе я добавлю немного томатной пасты вместе с чесноком. Он даст такую приятную пикантность нашему блюду. И пускай потихонечку это у нас так пережаривается. Не забываем помешивать. Сейчас вода закипит у нас для макарон. Допустим, наши макароны и будем варить по инструкции 6-8 минут. Итак, макароны у меня сварились. Отцежу от воды сейчас. Так, и теперь макароны отправляем сюда к фаршу. Добавляю сюда побольше масла, потому что макароны любят масло. Следует это перемешаем. И так минут 5 пережарим, постоянно помешивая. И совсем чуть-чуть солим. Солим по вкусу. Сейчас подсолил, перемешаем. Это попробую на соль, если надо, то еще добавлю. Потому что ужин практически готовый уже. Попробуем на соль. Прекрасно. Выключаем газ. Добавляем наш укроп. Перемешаем. Вот и все. Минут через 5 можно подавать на стол. Так что пускай минут 5 еще постоит перед тем, как подавать. Вот такой финальный результат получился. Заняло всего полчаса. Ужин студента. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед, на ужин. А именно я сделал макароны с фаршем. Это блюдо можно отнести и назвать ужин студента. Делать сравнительно быстро и сравнительно дешево тоже. А на этой аппетитной ноте хотелось бы прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.